Можно там как-нибудь серого цвета добавить? Облаков, что ли, нагнать? Мне надо грустное настроение, очень грустное. Никак, да. Ну ладно, будем играть с тем, что есть. Всем привет! С вами ваш техасский корреспондент и любительница побегать по свиданиям. Это канал «Субъективно об Америке». В сегодняшнем видео расскажу вам очень печальную и грустную историю. Сегодня я надела очки для того, чтобы вы не видели, какие красные и заплаканные, и исплаканные у меня глаза. Потому что случилось страшное. Но обо всем по порядку. Я уверена, что вас будет интересовать история кандидата номер 26, о котором я рассказывала совсем недавно, вся в розовых цветочках, бабочках и цветах. Сразу же после того, как вышло видео об этом свидании, я почитала ваши комментарии, позвонила человеку и сказала: дорогой, нам нужно встретиться и поговорить. Он приехал, мы взяли чай, и я сказала: мои зрители считают, что ты очень ненадежный, что ты очень подозрителен, что ты похож на Альфонса, что твой голос звучит как-то по-мексикански или как будто бы ты черный. И вообще, я считаю, что мои зрители знают лучше, с кем мне надо встречаться, поэтому извини, больше мы с тобой встречаться не будем. Но это сейчас был сарказм, как вы понимаете. Что произошло на самом деле, это уже не важно. Но история с номером 26 уже ушла в историю. И подошло время для следующего кандидата. Как раз вовремя. Утром, когда я улетала во Флориду, в прекрасный солнечный Форт Лодердейл, прямо в очереди на посадку я познакомилась с этим человеком. И тогда еще я подумала: вот однозначно все мои подписчики его одобрят. За цвет кожи, за отсутствие любого вида акцента, за возраст, за правильную работу, за правильное образование. Черт, вы все равно бы не одобрили то, что он был уже женат и теперь он воспитывает детей от первого брака. Но тут уж, к сожалению, выбирать мне практически не из чего. Очень странно было бы, если бы человек в возрасте 40+ оказался совершенно без детей и бывшего какого-то прошлого. Я бы даже скорее подозревала такого человека больше, чем такого, у которого все это есть. Мы обменялись телефонами, разлетелись каждый в свою сторону. И после возвращения из Флориды мы встретились. Мне так хочется снимать это видео на фоне болота, потому что все эти дни у меня звучит рефреном песенка из мультика про водяного. Жизнь моя жестянка, ну ее в болото, живу я как поганка. Так вот, первое свидание было просто потрясающим, зажигательным, интересным. Мы выпили вина в каком-то итальянском баре в воскресенье вечером, поболтали, все было очень хорошо и мило, не затянуто. Я поехала себе домой с полным ощущением, что прикольный мужик. Все, это было все, что я тогда вообще себе подумала и почувствовала. И у меня было подозрение, что как-то не очень ему я пришлась. Потому что он на сегодняшний день, он был самый молодой, ну, если мы не считаем 25-летних из прошлого сезона, на сегодняшний день он самый молодой из этого пула, ему 44 года, и он потрясающе выглядит, он выглядит просто потрясающе, накачанные руки, плоский живот, худая задница, длинные ноги, высокий, То есть у меня сразу возникла мысль, что, наверное, я ему не очень понравилась, потому что такой мужик тут может пачками этих девчонок собирать гораздо моложе, с формами, с объемами, с американским образованием, без этих проблем с языком и без всего. Поэтому я совершенно не обольщаюсь себе, такая, думаю, прикольно, провели время, хорошо, интересный чувак. Поехала я себе домой. И тут незаметно как-то в ближайшие следующие пару дней после этого он стал вовлекать меня в какие-то разговоры по телефону, в какие-то смс-очки. Я так хочу тебя увидеть, я так хочу тебя увидеть, я так хочу тебя увидеть. У нас в Хьюстоне сейчас сезон балета, он заканчивается, и шла Золушка. Я очень хотела на нее пойти, и так получалось, что мне пойти-то не с кем. Все мои подруги сходили там со своими семьями, мужьями и бойфрендами. И я просто, не мудрствуя лукаво, написала: пойдем со мной на балет. Мы купили билеты на балет.
Мы договорились на пятницу, но это был только вторник. Я не могу ждать до пятницы, сказал он. Что угодно. Йога, прогулка, велосипед, чай, обед, ужин, что хочешь, пожалуйста, я хочу тебя очень увидеть. Такая думаю, может быть, не все так плачевно для генерала, может, рано ей еще в болото-то. И мы в среду выбрались на прогулку, это было второе свидание, которое тоже было потрясающим. После прогулки в парке пошли на ужин. Вот это вот состояние, когда общаешься с человеком, и каждый новый поворот, за которым ты открываешь детали его жизни, оказывается, и вот это у нас совпадает, и вот это у нас похоже, и вот это классно, и вообще все хорошо. Потом был балет, который был тоже офигенский. После балета был даунтаун Хьюстона, какой-то суши-ресторан с музыкой, которая играла напротив, на площади, какой-то джаз. То есть все как в кино. Я вся такая Золушка в этой своей юбке от Марии Зуб, которая, знаете, такая юбка-юбка. Я просто все, я уже такая, думаю, неужели? Я все время на него смотрела, думаю, неужели, а? Что происходит? Итак, мы дотелепались до 4-го свидания. Хочу заметить, что это важно. Никаких попыток куда-нибудь залезть, что-нибудь сделать, что приличные девушки не допускают, не было. Все было очень лояльно, аккуратно, поцелуй куриной жопкой на прощание и все такое. Все вот эти вот, я прекрасно провел время, не могу дождаться увидеть тебя еще, ля-ля-ля и ля-ля-ля. Ну и все, отлично, я тоже не могу дождаться увидеть тебя еще. И вот, день Че, приезжай ко мне, говорит он. Ну, я думаю, ну что, посмотрю, где человек живет, а вдруг он женат, надо же проверить. Я, говорит, приготовлю ужин. Я приехала, и это было еще одно потрясающее свидание. Он крутился по кухне, весь такой. И, конечно же, удовольствие от наблюдения человека, мужчины, который готовит. Не какие-нибудь пельмени, а такой какой-то там сложно сочиненный салат. И гамбо уже там варился на плите. И у меня закралось тогда страшное подозрение. Я говорю, наверное, у тебя есть подвал, в котором ты хоронишь тела своих женщин, потому что нельзя быть таким идеальным, должен быть какой-то косяк. Прекрасный дом, умеет готовить, сам там в саду чего-то сажает, прекрасная работа, все остальное. Но не может такого быть, правда же? И он произнес пару раз сакраментальную фразу, я скажу тебе позже, на моей эти шуточки, когда он мне показывал там свою коллекцию картин, когда он мне показывал свою коллекцию книг, и вот это все, я каждый раз говорила, чувак, что с тобой не так, почему ты до сих пор сингл, что происходит, почему тебя не оторвали тут еще с руками. И пришло время ехать домой. Он говорит, душа моя, присядь-ка, хочу с тобой поговорить. Думаю, хорошо. И он выходит ко мне с блокнотом. Я, говорит, тут сделал кое-какие заметки. Тут у меня включились все сирены, какие только могут в мозгу. Понятно же, что на 4-м свидании никто не будет обсуждать условия брачного договора. Это значит, что-то не так. Первая мысль – у него СПИД. Вторая мысль – он женат. Я даже не знала, что из этого страшнее и чего я боюсь больше. Но я получила целую лекцию о том, что традиционные семейные отношения, моногамные семейные отношения – это устарелая форма отношений, что это слишком большая нагрузка на индивидуума, когда все только на него полагается и внимание, и все ожидания, и что все быстро проходит, и люди потом годами живут и киснут, и что для него это не работает, и так он больше жить не хочет. Не хочешь ли ты быть 3-й в 7-м ряду, дорогая моя, потому что я к тебе так воспылал, я давно не ощущал таких чувств, ты мне так нравишься, ты потрясающий, ты мой настоящий soulmate. Не хочешь ли ты вступить в ряды моих поклонниц и быть одной из? Честно вам скажу, я обалдела. То, что у нас на Руси назвали бы просто блядством, в Америке придумали этому красивое название – Polyamorous. Молодцы! Все, я потом еще погуглила, у них на этот счет целая теория, они все о себе там придумали, почему они это так делают, почему это нужно, важно, хорошо, и почему это отношение будущего.
Ну, я, естественно, в тот момент была просто очень сильно шокирована, и я сказала: слушай, никогда в жизни еще мне таким странным, запутанным и оригинальным способом не говорили, что, мы попробовали, я не очень понравилась, и ничего дальше не будет. Ну, он пытался меня там убеждать: нет, ты неправильно поняла, можем ли мы хотя бы остаться друзьями. Но мы же с вами все прекрасно понимаем, что когда в нашей жизни появляется что-то, чего нам действительно хочется схватить, держать и не отпускать, мы никогда в жизни не станем ему объяснять, что мы не готовы к серьезным отношениям. Хочешь побыть другом на телефоне, правда же? То есть это совершенно очевидно, что что-то там где-то пошло не так в какой-то момент. Почему он выбрал такую тактику поведения, непонятно. Почему я просмотрела? Я тоже не всемогущая, я, честно говоря, я влюбилась. Я просто влюбилась. Я после второго свидания отпустила все тормоза, отпустила все вожжи и сказала: сколько можно бояться-то? Сколько? Волков боятся в лес не ходить. Я влюбилась, я была искренней, открытой, доброжелательной, я отвечала на все там шары, пинги и крючки. Я просмотрела. Но я собой, конечно же, очень горжусь, то, что я не сказала: ладно, давай, буду третьей в 7 ряду, хотя бы быть с тобой. Потому что старая я, давнишняя я, наверное, бы так и сделала. Надеясь, что вот я его буду так сильно любить, и он увидит, какая любовь бывает и какие бывают отношения, и он бросит их всех и станет только со мной, и будет нам счастье. Конечно же, нет. Я прекрасно это понимала, и поэтому я попрощалась, говорю: слушай, вообще просто, говорю, обалдеть, как все сложилось. Ты говорю, прости меня, сейчас я не в себе, потому что ты мне очень понравился, у меня были чувства, какие-то мысли, что это может сработать, но, конечно, ни твоим другом, ни 7-й в 8 ряду я не буду, давай, до свидания. И поехала я себе домой. И с тех пор уже неделю я плаваю и бегаю, бегаю и плаваю, и бегаю и плаваю, и плаваю и бегаю, потому что даже несмотря на то, что это было все очень коротко и быстро, и у нас ничего не было, меня задело это. Меня это очень сильно задело. Конечно же, вот это осознание, что, конечно, такого уровня и класса мужик, конечно, он даже мной не заинтересуется. И момент, то, что я просмотрела какие-то красные флаги и не поняла, что, не все так хорошо, и где-то я, может быть, не догадалась, что уже надо сливаться. Неважно. Зато плаваю и бегаю, живот стал плоский, как стиральная доска, некоторые части тела, как орех. Вот такая вот история. В 3 словах о человеке. 44 года, британец, переехал в Америку в 20 лет, своя компания по продаже обуви, 2 детей от первого и единственного брака, воспитывает их сам. Высокий, красивый, видный, белый, если кому это так важно. Говорит с легким британским акцентом, охрененский юмор, охрененский стиль, такой дэнди. Конечно, мои друзья его раскритиковали, но по нашим хьюстонским меркам он просто дэнди. Он знал, какой пиджак нужно надеть в театр. Вот такая история. Что мне понравилось в этой истории? Мне понравилось то, что я поняла, что даже такие мужики бывают. И таких мужиков найти можно. Не обязательно мириться с креслами-мешками и колхозниками, которые в большинстве своем мне здесь попадаются. Такие мужики тоже бывают. И когда-нибудь мы с ним встретимся, и он захочет отношений со мной, а не только, чтобы я была 5-й в 7 ряду. Что мне не понравилось? Не понравилось, конечно же, то, что это традиционный вопрос, который здесь уже все меня приучили задавать на первом свидании. Чего ты ищешь? Для чего ты встречаешься? И я, естественно, сказала, я встречаюсь для того, чтобы построить долгосрочные отношения. Я не для фана, не вот это вот, пообщались и разбежались. И на 4-м свидании мы про это говорили, и на 3-м, не специально, но это затрагивалось. И мне не понравилось, конечно, не понравился сам факт, что он бы мог это сказать на 1-м свидании. Что он с такой особенностью ищет людей, согласных на такого рода отношения. Как говорится, я его не виню, все нормально, сама молодец. Если бы мы вошли в отношения, если бы я на это согласилась, я думаю, что я бы подожгла его дом, наверное, недели через 3. Потому что
Когда такой мужик, который вроде бы он уже твой, но он еще с кем-то встречается, при всей моей адекватности, холодности, отстраненности я страшная собственница. Я бы подожгла его дом, разрезала бы на куски коврики, разбила бы машину, сделала бы еще массу глупостей. Так что все к добру. Вот такая история про свидание номер 27. Мне будет очень приятно, если вы поделитесь своими секретами, как вы справляетесь с любовными неудачами. Что еще делаете, кроме спорта? Потому что спорт, понятно, вообще по умолчанию. Что еще делаете, кроме спорта, когда у вас происходят какие-то шторма на любовном фронте? Что вам помогает? Как быстро? Это не только мне сейчас может помочь. Вы же знаете, все самое интересное всегда происходит в комментариях. У меня на сегодня все. Спасибо вам, что вы со мной. Я почти даже уже не плакала, пока рассказывала эту историю. Живем дальше, играем дальше. Далеко не уходите. Впереди еще столько много интересного. Пока!